Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю вишневый зефирный пирог, который смело можно назвать и тортом, но только тортом таким на скорую руку. Хотя если постараться и сделать все по правилам, то торт получится настоящим тортом. В основе пирога очень нежная шоколадная основа и очень легкий, нежный, воздушный и очень вкусный зефирный крем, который лично мне по вкусу напоминает мороженое. Готовится торт, как я уже сказала, совершенно несложно. Давайте готовить. Для теста нам понадобится 160 граммов муки, 2 средних яйца, 120 грамм сахара, 25 грамм какао-порошка, по 125 миллилитров молока и растительного масла, 8 граммов разрыхлителя для теста и пакетик ванильного сахара. Это тоже 8 граммов. Смешиваем муку, разрыхлитель для теста, какао-порошок. Смешиваем очень тщательно, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились по объему и пирог после выпечки был ровным. А затем просеиваем. Куриные яйца взбиваем с сахаром, всыпаем ванильный сахар и постепенно добавляем сахар. Не прекращая взбивание, в несколько приемов вводим растительное масло. И также в несколько приемов добавляем молоко. В последнюю очередь вмешиваем в тесто мучную смесь. Можно при помощи миксера, но только быстро и коротко, чтобы тесто не переработать. Главное добиться однородности, и этого будет вполне достаточно. Вот такое негустое льющееся тесто получается в результате. Выпекать пирог я буду на противне. Размеры противня 23 на 32 сантиметра. Противень я застелила бумагой для выпечки. Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется он примерно 20-25 минут. Готовность определяем легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, а также при помощи деревянной палочки. Из центра пирога она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный пирог перекладываем на решетку и даем полностью остыть. Для зефирного крема нам понадобится 240 грамм маршмеллоу, 500 мл жирных сливок для взбивания, я обычно беру 35% сливки, и 300 грамм вишни без косточки. Вишня может быть консервированная, свежая, замороженная. У меня вишня из морозильной камеры, я ее предварительно разморозила. Приготовить такой крем можно и без сливок, его можно приготовить, например, с творогом. Конечно же, такой крем получится другим и по плотности, и по вкусу, но он тоже будет очень вкусным. В этом случае вместо сливок вы берете творог, его растираете и затем соединяете с зефирной основой. Отделяем для крема 80 мл вишневого сока. Остальной вишневый сок у нас пойдет на пропитку коржа, а вишня уйдет в прослойку между коржом и кремом. Для лучшей пропитки в корже делаем проколы. Мне это удобно сделать при помощи деревянной китайской палочки. В проколы заливаем оставшийся вишневый сок. Сам пирог получается достаточно нежным, влажным, поэтому много жидкости здесь не понадобится, чтобы он не был мокрым. Вполне будет достаточно буквально 1, но может быть 2 столовых ложек. Вишню нарезаем немного мельче и раскладываем сверху. Отложенные 80 мл вишневого сока вливаем в маршмеллоу и аккуратно прогреваем в микроволновой печи. Маршмеллоу должны вздуться и стать мягкими. Затем аккуратно размешиваем, чтобы вишневый сок и маршмеллоу соединились в однородный крем. И попутно заметьте, что этот крем можно готовить не только с вишневым соком. Вместо вишневого сока можно взять любую другую жидкость, скажем, другой сок, можно взять молоко, а можно взять, например, кофе. С кофе, кстати говоря, подобный крем я уже готовила. Я готовила с ним брауни с маршмеллоу. Видео уже есть на канале, ссылку поставлю под этим видео. Крем простейший, но почему-то возникли проблемы. Возможно, причина в самих маршмеллоу. На этот раз я готовила крем вот с таким маршмеллоу. Фирма Cornish. Мне понадобилось 2 пачки. Обычно для крема я стараюсь выбирать маршмеллоу, на пачке которых есть вот такой значок. Конечно же, он отчасти связан с размером маршмеллоу, поскольку маленькие маршмеллоу на шампур не нанижешь. Мне почему-то кажется, что если такой значок есть, то маршмеллоу будет хорошо плавиться. Пока оставляем на рабочем столе и даем остыть до комнатной температуры.
Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только очень холодные и очень жирные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете работать со сливками, они обязательно должны быть в холодильнике. Взбиваем сливки до устойчивого состояния. И затем аккуратно смешиваем зефирную массу и сливки. Напомню, что к этому моменту зефирная масса должна быть комнатной температуры. Как видите, она стала значительно гуще. Добавляем взбитые сливки к зефирной массе и размешиваем. Я размешивала лопаточкой, но как быстрый вариант можно смешать при помощи миксера. Но только аккуратно, бережно, на малых оборотах миксера. Вот такой легкий, воздушный и очень вкусный крем получился в результате. Лично мне он напоминает по вкусу мороженое. И нам останется выложить крем сверху. Можно просто выложить крем лопаточкой и разровнять, а можно переложить в кондитерский мешок и отсадить. Убираем пирог на пару часов в холодильник до полного застывания крема. При желании готовый пирог сверху можно украсить растопленным шоколадом. И наш пирог готов. Вот такой он получается легкий, нежный и красивый. Он легко режется. При нарезке зефирный слой не тянется за ножом, разрез аккуратный и чистый. Пирог получается очень нежным и очень вкусным. Итак, наш пирог готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.